Сейчас давай я по-быстрому попробую с этими, с Шалталом привет сказать, или с авианями. Сейчас я попробую к ним подключиться. Кстати, они вот миллионы лет назад или миллиарды была жизнь на Венере, и они там жили. Вот. То есть они были там как люди. Вот. На Венере? Да, на Венере была жизнь. Слушай, а ты откуда такую информацию взял? Ну, это не сейчас, это я просто знаю там. Я тебе потом скину ссылку. Ты читал где-то, да, получается? Да, 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 это вообще Слушай, там. молодец, молодец. Ну, давай тогда, знаешь, что сейчас сделаем? Илья, давай сейчас ты находишь, ты готов сейчас, собрался? Так, прям Да, мыслями. да. Ты находишь Шалтал, локальную группу от голубых авиан. Угу. Нашел их? Да, но они вообще очень высоковибрационные, и сложно увидеть, чтобы они конкретно жили где-то. Они вот в космосе, они в пространстве. Вот. Но я там, где они сейчас, да. То есть они просто энергия, ты видишь энергию, да? Да, они для людей часто выглядят как люди, которые как, как люди-птицы. То есть у них перья синие, у них клюв, как в Древнем Египте показывали. Вот. Но я там, А, где они меня приветствуют. Сейчас я их проверю. Они все очень ярко показывают свой свет. И они, кстати, очень радостные и дружелюбные. Они, им, они очень радуются с того, как я это все проверяю. Они тут прям гордятся, что, ну как бы, как это, ну, что мы не просто, ну то что есть мы, соблюдаем, да, технику да, безопасности? да, соблюдаем. Вот. Э, какими судьбами? Спрашивают. Сказать, ну, можем поболтать. Хотели, да, скажи, хотели просто с вами пообщаться, если это возможно. Да, они хотят с тобой поговорить. Ну, то есть не то, что хотят, они говорят, может, у тебя есть вопросы какие-то к ним, что-то А спросить у меня хочешь. есть вопрос такой к вам. А скажите, вы на Венере жили в физических телах? Да, естественно, это все. Ну, они, в общем, подтверждают то, что я говорю, что само собой разумеется. Они вот в этой реальности вот жили на Венере несколько миллиардов лет назад. Типа 1 или 3. Или 1 или 3 миллиарда лет назад. Или Ага. 1,3. Вот. И потом они, ну, просто перешли на более высокий уровень. И, ну, поэтому нам сейчас кажется, что там ничего нету, но это просто на самом деле там-то есть еще люди, но они просто на очень высоких вибрациях, и это не видно в 3D, ну, в нашем физическом мире. Вот. Ну, то есть, получается, там не такие, как у нас физические тела, а более такие энергетические, что ли, да, скажем. Да, сейчас да, но раньше было физическое. Как у нас сейчас тут. Но это получается, вы там, да, сейчас находитесь все-таки, или там Не, ну, другие существа? не, там и другие существа, вот именно мы, Шалтал, там не находимся. Есть кое-кто из голубых авианий, кто там хотят жить и живут, но мы не там. Но мы в галактике Млечный Путь. А вы как-то помогаете человечеству выйти из данной ситуации, которая сейчас у нас находится на планете? Мы всегда с вами были на всей жизни человечества, всей жизни людей. Мы всегда были и будем с вами.
А вы какой-то совет можете дать всему человечеству? Как пережить вот эти вот годы, 2-3 года в нашей физической реальности? Дисциплина разума, медитация универсальна для всех. Э, Если бы каждый человек сейчас замедитировал, то вы бы не узнали себя, вы бы не узнали просто, как все бы поменялось сразу. Медитация самое простое и самое в то же время эффективное, что вы можете сделать. Наши мысли, правда, творят реальность? То есть мы как мыслим, так и живем? Это может быть сложно понять с точки зрения 3D разума, но так оно и есть абсолютно. Мысли это и есть реальность. Это неразличимые понятия. То есть я правильно понимаю, если бы я своими мыслеформами буду работать в определенном направлении положительном и чего-то хотеть очень сильно добиться ради, допустим, помощи людей, саморазвития себя как в духовном, так и физическом уровне. И это рано или поздно мои мысли приведут к желаемому результату. Вот они хотят сказать поговорку, но я не знаю ее перевод на русский. Ну, в общем, она по-английски звучит fake it till you make it. И, то есть, вот, когда просто даже пытаешься подражать чему-то, даже когда ты полностью не понимаешь, как это происходит, твоя энергия перемещается в эту область. Даже если ты очень мало понимаешь, но своим желанием и своими действиями, своим подражанием ты себя перемещаешь в эту информационное поле, в эту энергию, в эту энергетику. И поэтому ответ да, потому что ты своими действиями ты погружаешь себя в эту среду, и ты больше являешься тем, чему ты подражаешь. То есть, значит, правильно думаем, живем и идем. Да, да, конечно. А трудности, которые мы встречаем на своем пути, что это может означать? Как пинок в зад, по-нашему, как говорят, что не туда идешь? Ну, э, когда как, иногда трудности... ну, важно понимать, что все трудности это точно так же, э, как все было задумано, это все опыт. Если бы все было хорошо, это тоже интересный опыт, но трудности это совершенно новый уровень переживания опыта. Но часто ваши наставники помогают вам понять, в каком направлении двигаться, показывая вам э, трудность. Вот это все равно, что пытаться плыть против течения, и течение это вы сами. Если вы течете против самого себя, то, естественно, вам будет тяжело. Будьте тем, кем вы являетесь, и плывите по течению, и все будет хорошо, и не будет трудностей. Хороший ответ. А что вы можете сказать по поводу вот у нас сейчас на планете, что происходит? Это должно так и быть, задумано Творцом? Скоро произойдет вспышка, которая все радикально поменяет. И вот эти кажущиеся трудности это просто
Это слово, как это называется в книге, когда завершающее такое вот, как это называется? Ну, в общем, как бы финал. На что-то, по-моему. Получается, будет финал темного времени, как мы его сейчас называем. Да, вы отвоюете землю назад. То, что принадлежит вам. Но они очень хотели слово сказать, а я не могу его вспомнить. Ну там, в общем, вот, ну как в книге, знаешь, когда читаешь, развязка, вот, можно сказать, развязка. Ну-ну-ну. Вот, то есть финальные какие-то вот напряженные события, как бы вот последний рывок, вот последний вот, чуть-чуть осталось. Но при этом не нужно ждать, не нужно терпеть, просто будьте собой, делайте, что у вас вызывает наибольшее наслаждение, наибольшую радость, и вы придете к этому, ну, к счастью. Но у нас получается все равно же, как вот мы жили при деньгах, денежная у нас была единица обмена и расчета. Мы так и останемся в такой системе. Уже сейчас, о, как минимум с 2000-х идет переход к безденежным. К 2030 году сейчас еще решается, будет ли экономический коллапс, но в любом случае будет переход, который заставит вас меньше зависеть от денег. Это все уйдет, и вы это увидите на своем веку. Просто народ уже устал делить между собой что-то. Вот это вот бумагой мы ее так называем, денежной. Как бы хотелось бы жить без денег, конечно. Да, мы понимаем, и мы делаем все возможное, чтобы вам помочь в этом, но вы поймите, что это ваш урок, и вы должны его пройти. Нормально мы так заобщались с ними. А вот который сейчас у нас получается вирус, как на планете, типа его говорят у нас, он есть такой. Не буду я называть его название. Мгм. Это надолго? 2023. Я правильно понимаю? Просто все ждут, когда провакцинируют определенное количество народов в процентном содержании на планете? Кто ждет? Ну, кто устроил весь этот цирк? Вас сейчас проверяют, насколько вы слушаете еще то, что осталось от темного государства. Боритесь. Ну да, боремся и отказываемся от этого всего. Илья, а спроси, вот где ты сейчас находишься, они могут тебе показать достопримечательности там, где они сейчас живут и обитают? У них это все в такой вязкой, жидкой форме. У них нет особо таких вещей. Оно все постоянно меняется. Знаешь, как во сне, когда ты повернулся, что-то поменялось, еще поменялось. У них постоянно все меняется, у них нет таких четких структур. Слушай, интересно как. А, вопрос такой. Наше человечество может достичь вашего уровня развития? Вы достигнете абсолютно, э, как это, у меня даже слова нет, ну просто, ну
100 пудов, короче, говорят. 100%. Слушай, классно, да? А получается, я правильно понимаю, вы относитесь к расе голубые авиане? Да, мы их часть. А получается, вот у этой расы голубые авиане много таких вот частей, скажем так, на которые делятся как Да, группы. мы обитаем во многих вселенных. А сколько получается у вас групп? Вот вы Шоу-Тал, группа от голубых авиан. А еще кто? Можете сказать? Э, Число или название? Ну, число. 1783. Ну, название тогда можно и не говорить, потому что столько много. Перечислять это очень. Получается Есть. очень много групп. Я могу сам сказать, что вот, например, Ра, которые в Древнем Египте, это тоже вот они. Они, они же нам на все протяжении цивилизации помогали. И это вот они построили пирамиды. Вот. А еще кто такие из значимых? Еще были до Египта в начале времен, но там не сохранилось, названия нет. То есть давно-давно, еще когда планета зарождалась и терраформировалась, они помогли в ее развитии. Не могут, да, сказать название? Но названия нет, потому что тогда еще людей не было. Но если вот про людей говорить, на «З» что-то. Что говоришь? На «З» название какое-то. Фух, я такого никогда не слышал, но тут Зюзак какой-то. Зюзик. Зюзак. Напиши. Зюзик это, я имею в виду, такая, получается, группа, как вот мы человечество, и там вот она называлась Зюзик, да? Не, ну вот, например, вот как в Древнем Египте был Ра, бог солнца. Ага. И там вот были ну, представители, которые очень похожи на него. И вот это вот они были, они вот там ходили по Египту и, и пирамиды построили. Вот они, то есть не как люди, они как помогли, они прилетали к ним прям. Как кураторы, получается. Да, да, прям на физике. Вот, Слушай, и вот, интересно. но это я просто, это я говорю, это я потому что знаю. Ну и вот, и как вот есть вот Ра, а есть вот это вот какой-то Зюзик, Зюзак, я может А они, неправильно. а они что говорят? Про вот этот Зюзик. Что-нибудь говорят? Ну это вот это они как раз говорят, название какое-то. Уже после тысячных годов нашей эры. То есть, а мы, смотри, получается, какая вообще по счету цивилизация? Именно нашей формы человека. На планете Земля Да. было 3 больших группы цивилизаций. Каждые 12 тысяч лет. Ну, то есть вот сейчас, а нет, 4000 лет назад, начиная от сейчас. Потом еще 12 тысяч лет назад. 3. Я вижу 3. Три, получается, было до нас, которые потом были стерты, да? Нет, 3 включая нас.
А, мы третий. Да, но это вот 3 основных, говорят. Так-то еще много всяких было. А которые не основные, как это понимать? Ну, то есть вот мы основные, да, а они как не основные, это как так? Которые или закрепились в истории, или которых было большинство, подавляющее большинство. Вот. Или, ну вот, допустим, вот предположим, жили с 0 до 1000 лет нашей эры какая-то цивилизация, и, допустим, она исчезла. Но была еще какая-то там цивилизация с 1100 по 1500. Но она маленькая была, и особо она долго не продержалась. То есть, как бы цивилизация была, но и она недолго была. Вот, то есть, А, то есть практически я правильно сейчас понимаю, по время пребывания. То есть. по времени и по населению, и по влиянию на Землю, и на то, что находится в Солнечной системе. А, ну значит мы тут нормально задержались, да? Да. Но вообще, вот вы видите наше развитие до какого примерно года? Вы можете сказать, сколько мы еще можем развиваться? В каком плане? В позитивном ключе, если люди поменяют мышление и будут думать в позитиве, жить в добре и в любви. Но сейчас наибольшая вероятность развития событий это до какого года, что ли? Ну да, есть ли какой-нибудь, можно ли в будущее посмотреть и с какой-то вот процентной Ну, вероятностью сказать? будет развитие в будущее, а потом мы просто перейдем в такое состояние, где время будет неважно. Так что можно сказать, что мы увековечимся, так что это бесконечно будет. Так это уже вообще радует, когда будет Да. время для нас неважно. Угу. Но это все будет происходить именно на физическом нашем уровне, или мы уже перейдем в другое, более легкое тело, энергетическое? Там, где не будет времени, Да. можно сказать, это немного того и того. Человек более легок. Это как Яэль. То есть это получается, мы сейчас не зря переходим, вот многие люди переходят сейчас на питание, на сырое питание, так скажем. Это плоды с деревьев и плоды, которые выращивают люди на грядках. Легкие, допустим, ну, продукты. Да, но по вашей генетике есть много людей, которые смогут и нормально функционировать, даже питаясь грубоватой пищей. Но мы все же рекомендуем вам переходить на более легкую. Но оно как-то сам организм уже толкает вот к легкой пище почему-то. Ну, по крайней мере, это вот меня лично. Молчат. Ну, понятно. Да, ну как бы, ну согласны, наверное, молчание знак согласия. Ну все, поблагодари тогда их. Угу. Говорит Адонай. Адонай это до свидания, да? А я не знаю. Наверное, до свидания. Ну все, тогда тоже на до свидания.